Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, мы продолжаем выживать на Марсе в игре Stationers. Я продолжаю заниматься стабилизацией энергетической ситуации в моем жилом блоке. Я накопал руды, она вся перед вами. Нашел золото, кобальт, понаходил вот еще кучу всякого разного. Серебра, к сожалению, не нашел. Я добежал до базы. Теперь я, наверное, сейчас пока ночь, это все поплавлю. Как раз очень благоприятное время выплавкой заняться. У меня ручное управление печи. Кто смотрел прошлый выпуск, видел, как я это все настраивал. Если кратко, то газоотвод вот он с этой стороны. Да, в принципе, и все. И у меня идет труба подачи выплавленной руды прямо на базу. Так, разжигаем. Разжигаем. Что у меня здесь? Прошу прощения. Так. Куда чего? Так. Не. Берем, в общем. Сколько там? 2-3 доли. Я беру 5. Сразу запуск. Возьму 10 сразу. Так, розжиг пошел. Температура, давление. Теперь, значит, мне надо 75 кусочков железа и 25 кусочков угля. Так, а если я возьму не 75, а, например, 2 раза по 75, это будет 150. Не хочу рисковать. Что-то у меня сегодня с калькуляцией не очень. Так, делим пополам. 50 вкидываю. Раз. Делю этот тоже пополам. 25. И мне нужно теперь 25 угля. Отделил один, надо было пополам. Пополам. 5 угля. Больше 1000 кельвинов температура. Пошла сталь. Раз. Я думаю, что стали понадобится немало. Поэтому я смело сделаю еще. 44 и добираем. Пять. Здесь где-то было 25. Так, остальное пойдет чистым сплавом. Значит, это у нас сталь. Это сплав. Дальше у меня есть просто железо. Я его ни с чем не сплавляю, так просто закидываю цели. Дальше у меня есть золото. Нет у меня серебра, поэтому я буду просто плавить сейчас золото, все, что есть. В буржуйке оно плавится очень долго, а здесь довольно быстро. Можно пользоваться данным моментом. Так. У меня еще есть вот медь, которая пойдет плавиться. Я не знаю, кобальт плавится или нет. Скорее всего, нет. Прям золото пошло, и вот медь. Смотрим, что такое сплав кобальта. С чем он вообще там. Ну, сам по себе кобальт отсутствует. Значит, он в сплавах. Сплавы я эти делать сейчас не буду. Точно нет. А вот кобальт присутствует в стеллите.
готово. И открываем. Это плавить сейчас не буду. И у меня еще уголь остался. Отлично. Здесь у меня руда поступает прямо в автолад. Так. Естественно, у меня закончились все батарейки. Везде это все. Низкий заряд. Чаем немножко себе батареечки. Свою тоже можем зарядить. Уровень заряда. Да, критический уровень заряда. Даже подержать это все в руках, пока оно будет там немножко заряжаться. Снимем стресс, берем костюм. Зарядятся батарейки. Такое ощущение, что нифига там, наверное, нет топлива. Просто топливо закончилось в генераторе. А я здесь стою и Уровень чилю. заряда. Низкий заряд. Низкое давление. Низкий уровень Шлем, кислорода. закрой. Критический уровень кислорода. Критический Конечно, уровень пусто. давления. Я стою, жду с моря погоды. Критический уровень заряда. Я микрофон включил. Да. В принципе, равномерно набираются батарейки. Надо теперь сделать солнечные панели и поставить более емкостные. И сделать, чтобы они следили за солнцем. Ну и батарея нужна побольше. Это батарея. То есть у меня сейчас всего актива это 3 батареи.
Ну, такие маленькие я не считаю. Эти маленькие они везде по чуть-чуть. В принципе, мелких батареек мне хватает на всякие подножные нужды, на инструменты, на вот это вот все. Но глобально мне не хватает больших батарей для базы. Там буря началась. Слышу по звуку. Иллюминатор видно. Надо было еще, конечно, ветрогенератор поставить, чтобы во время бури ловить электричество. Но я пока не дошли руки. Договорю о нем, договорю. Так, зарядились. Так, еще немножко заряжай и пойду дальше заниматься на базе. У нас там золото. Я солнечную панель делал, да? Вот она. 2 штучки. Можно забирать себе батарейку одну. Дальше заниматься. Критический уровень заряда. Сюда. Вот надо зарядиться. Пока отключим. Здесь отключено. Не кушает заряд. Шлем у нас открыт. У меня есть 2 батареи солнечные, большие. Пойду сразу поставлю. Хуже от этого никому не будет. Даже если у меня их сейчас... здесь уже можно убирать стекло. Даже если я сейчас их не подключу к системе слежения за солнцем, говорю, хуже от этого никому не будет. Окошко можно оставить, можно убрать. Наверное, вот эту демонтирую. Вместо нее поставлю большую. Большой пропускная способность больше. Она, куда она? Стену она хочет? Нет, стену мне не надо. Мне надо четко вот здесь. Прыгиваю. Вот тут она мне нужна. Сейчас она меня может придавить, если я поставлю. Не придавила, хорошо. Так. Ей тоже надо вот это. Ну и вот она у нас будет ловить солнышко, но она будет, скажу даже, насколько эффективнее. У нас, например, базовая, обычная базовая солнечная панель. Это плоская панель. Максимальная энергия, сколько она может выработать, 500 Вт. У нас солнце не такое мощное, здесь не тот угол. Соответственно, солнечной энергии не такое большое количество, и она не вырабатывает 500 Вт. Ну, может быть, 170 там дает. Можем померить. А солнечная панель, которую я вот сейчас поставил, она обычная, да? Она тоже дает 500 Вт, но я могу ее повернуть.
Я могу сделать, чтобы она следила за солнцем. И это будет плюс. Вот, а вот эту базовую я могу поставить, например, да здесь же могу поставить, вот тут, например. Она себе лежит и дает электричество. Тоже хуже не будет. То есть, судя по паспорту, да, в данный момент у нас КПД по батареям Обезвоживание. от того, что я добавил еще одну батарею, оно не увеличивается. Увеличивается только количество используемых батарей. То есть, получается, я плюс батарею добавил. Но это плюс батарея дальше даст возможность делать поворотную систему слежения за солнцем, и мы будем более эффективны. Как ни крути, а эффективность повысится. Тоже переставлю куда-нибудь вот сюда. Я даже, наверное... Не, я не поверну. И ходить я туда уже не смогу. Я буду здесь ходить. Наверное, повыковыриваю стекла. Сейчас из внутренностей. Чтобы я доступ имел к этим вот коридорчикам моим. С солнечными батареями. Вот так. У меня чуть-чуть больше будет энергии. Прямо аж на 2 батареи. Так, это соединил, это не соединил. Вот. Чуть-чуть больше энергии. Мне еще батарея нужна большая. Ну, как большая? Обычная батарея. Вот, набор батареи. Нужно золото. Золото у меня вот тут лежит. Я наплавил, у меня все во вклад падает. Так. Теперь делаем батарею. Может даже 2. Пожадничаем. Медленно делается. Надо понять, чтобы энергии хватило точно. Потребляет. Хочется, да? Ребро 8 штук. Ух ты. Это будет электрум. Это будет электрум. Это пояс шахтера. Мне не хватает места, где руду держать. Что там нужно для пояса? Кстати, вот фонарик налобный. 2 золота, 2 меди. Значит, сейчас я сделаю батарею и закину сразу вот на фонарик материалы. И железо. Вот, просто железо.
Прибор ночного видения Хостелой. Ну, видите, Хостелой нет. Формы. Грунт. Краска вот есть, кстати. Что это такое? Игрушечная луна. У меня вон на столе такая луна спит. Так, ну, баскетбол, воспламенителя там мне пока, честно говоря, вообще не надо. Долговой сварщик. Инвар, припой, нет такого. Вот это полезно запомнить, где делается. Клейкая лента. В общем, здесь много всего полезного. Там вторая батарея делается. Я не буду жадничать, я пока только одну возьму. Хотя нет, возьму две. Пожадничаю. Я сюда воткну ее. Да, вернее, нет. Даже сюда не могу. И, наверное, фрейм нужен, чтобы воткнуть батарею. На пол могу поставить. Вот тут могу пол поставить. Так. А на улице там фрейм нужен, скорее всего. Хотя там же есть фрейм. Но вот так она мне будет, блин, закрывать здесь просто все. Это будет тяжело. На втором этаже поставить. Куда поставить батарею? На крышу можно вообще поставить. Может вот сюда? Готово. Готово, вторая. Все, хватит. Достаточно. Трансформатор мне нужен. Чтобы эти батареи мне не устроили пожар. Одной выходной я сделаю трансформаторы на батарею. Так, что еще мне надо? Кстати, вот да, процессор реагентов мне понадобится. Так, две батареи. Батареи, трансформаторы. Градус, тепло. Критическое состояние бака отходов. Еще мне нужно к ближайшему обозрению. Кстати, не помешает, наверное, сделать еще один аккумулятор. Теперь что? Картриджи. До улучшения мне еще далеко. Там нужны сложные сплавы. Электроприпойные процессоры. Вертикальный ветрогенератор. Кстати, вот, да, вертикальный ветрогенератор. Мне надо железо. Железо. Метеостанция.
5 граммов. В смысле, 5 граммов железа не хватает. Ну их один мало будет, надо больше ставить. Батарею я сделал. Маяк мне понадобится тоже позже. Позднее. Лампочку можно в коридор поставить. КТ. Светильник сделаю. 2. Один в коридор, один внутри. Можно один там. Короче, делай. Там мне понадобится. Не прямо сейчас, конечно, но понадобится. Приборы будут включаться и выключаться на столе. Моргает, потому что пустое. Есть такое. Что там изготовилось? Вот батареечку. Сразу можно. Зарядник вот сюда. Так, и зарядник можно пока отставить, выключить. Все. О. Я фонарик собирался сделать. Свет я сюда не прицеплю, у меня там солнечные панели. А вот сбоку где-нибудь могу вполне. Пока здесь полежат. Так, мне надо наверх забросить инструменты. Вот это вот все. Пришло время. И надо освободить немножко места. Железо надо. Прям вот срочно. Побежим, сделаем железо. Вот это я сложу. Так. Да, это закрыть. Так, это я съем. Это надкушу. Теперь сюда. Итого у меня ящик один освободился. Теперь пойдем батареи тулить куда-то. Я, наверное, захочу эту штуку переместить куда-нибудь на стену для удобства. Вряд ли я хочу ее на полу держать. Так, батареи. Куда я хочу их поставить? У меня основная сеть здесь проходит. На верхах поставить батареи. Таким образом, одну сверху здесь, одну сверху здесь. Или вообще их поставить куда-то
Куда-то, куда-то. Наверное, удобно будет, если батарейки будут где-то вот так расположены. Да, я пойду фрейм возьму еще один. Внутрь. Что только один сейчас фрейм надо, правильно? Вот, я сюда фрейм поставлю. А в фрейм у меня станет вторая батареечка. Так, сверху. Правда, не очень хочет туда становиться. Вот внутрь становится, а снаружи не хоть. Нет у нее такого желания. Да? Если я и эту тоже вытащу, как ее выколупать? Разводной. Я их внутрь обе подставлю. Нормально будет? Нормально. Что нужно, чтобы собрать? Это разобрать. А собрать чем? Так, газовая горелка и 2 листа стали. Ага, тут-то просто было все. 2 листа стали, но сталь у меня уже есть. Осталось только сварить. Где там сталь? Какие стальные листы? Так, а что там насчет кабеля? Насчет кабеля побольше. Хотя подожди, мне же надо еще стеночки. Обычные стеночки нужны. Сталь хорошо. Сталь хорошо. Железа нет. Железа нет. Я же могу теперь стальные стены делать. Чё я туплю? Композитная стена есть. А ну-ка, какие стены еще есть? Битая, композитная. Ческая, плоская. Давай плоских сделаем. Я думаю, 2 штуки пока возьму. То можно будет вообще всю базу в сталь зашить. Но не сейчас. Сейчас надо решать вопросы по мере их решения. Так, эту штуку надо будет вот сюда поднять. Да, они будут короче. Пускай меня. Зачем мне стены эти, да? Делаем. Для того, чтобы прицепить их куда-то вот сюда. Так. С этой стороны стекло поставить. Могу стекло или не для стекла надо что-то отдельное делать?
Плоская стена, большая, ошибкой, маленькая. Да, походу, что стекло не получится с ней сделать. А мне хочется стекла. Можно стекла сделать? Окно как там делается, с чего? Стена наборная. Наборное тонкое окно. Наборное окно, наборное тонкое окно. Ну вот наборное окно мне нужно. Из забитой стены оно делается. Ага. Так, а вот это окно тоже из забитой стены. Значит, обитая стена. Где там обитая стена? Вот она. Отлично. Так, в принципе, вот это окно меня устраивает. Дальше завариваем. Батареи. Верткой покрутить осталось, да? Есть. Теперь мне надо трансформатора сделать. Во-первых, у меня кабель есть 5 киловатт. Больше 5 киловатт он не сможет пропускать. Значит, заходить мы в батареи будем на 5 киловатт и выходить с них тоже на 5 киловатт. На стекло я, наверное, цеплю. Так не цепляется. Так не хочет. Так. Выход. Это вход. А, да, это выход. Это выход. Это выход. Перетекание между батареями будет тоже. Но будет оно, скорее всего, максимально быстрым. Надо ли мне больше трансформаторов или просто взять, пойти кабель толще сделать? Подумаю. Да еще листы стали. На стены. Эти листы стали. Мне надо сделать сейчас в интерэлектронике кабель потолще. Потому что я боюсь, из батареи в батарею электричество пойдет с такой скоростью, с какой только сможет. И ни с какой надо. Будет там перегоревший кабель. Силовой кабель мне надо. Какое-то количество. Потому что будет электричество заходить с генератора на батарею, потом с батареи во вторую батарею, потом с нижней батареи будут идти сюда куда-нибудь. Так, и надо вот эту вот штуку отколупать. Ага, или батарейки.
Давай, давай, делай. Штуку я отковыряю. Повешу ее вертикально. Ам, Давай вот здесь повешу ее. Это будет на дверь. Или даже может ее тут внизу повесить. А нет, у меня же дверь, вот она развертка. Получается дверь. Все так просто. Так просто, да? Мне нужно попасть как-то так хитро, очень хитрым образом. Я очень хочу отсечь дверь от всей остальной сети. Значит, вот это пойдет, да? Это основная сеть. Это пойдет основной сети на дверь. Так. Пытается генератор в датасеть генератор он пытается влезть. Так, теперь вот здесь у нас дверь идет. Вот. Теперь вопрос, правильной ли стороной я поставил штуку. Так надо, да? Сверху вниз. Вот, теперь удобно. По крайней мере, не надо вот это вот на пол смотреть. Включил, выключил. Эта сеть у нас одна. Это основная сеть. Но ну, я не буду менять конфигурацию. Здесь и будет управление. Так, что там у нас с кабелем? Сколько штук? 15. Давай еще чуть-чуть. В этой же сети можно сделать лампочку. Где-нибудь. Надо будет забирать отсюда. Лампочку, лампочку. Да, она ставится. К ней добраться непонятно. На полу точно нет. Давай тут поставим большую лампу, вот такую. Да, надо вот это забрать. Вентиляцию можно тоже уже выкручивать. Заносить внутрь. Вот, разобрал. Баллон можно забирать. Стоит пока.
Достаточно. Такой силовой кабель. А здесь полежи. Здесь доделаю. Так. Это у нас... Это должен то ли сбоку, то ли снизу заходить. Ага, вот. Нет. Тут она сбоку заходит. И пойдем тогда. Раз, два. Центр комнаты. Так. Тут можно будет иметь свет. Вот. Уже лучше. Прям хорошо. Выключил, свет потух. Включил, свет есть. Удобно, удобно. Я не знаю, надо ли сюда эту лампу цеплять. Там будет моргать, светить. Окей, идем дальше. Пока, в общем, не будем садить батарейку. Ага, мне выйти надо. Закрытый шлем, закрытый шлем. Идем на улицу. Можно просто так клац. Все, мы не садим батарею. Теперь по этим двум друзьям. Значит, их нужно между собой залинковать. Надо включить. Опа, я эту не включу, да? Ладно, по-другому включу. Хорошо. Куда у меня электричество приходит? Оп, и провалился. Мне вот тут силовой кабель надо поставить. Сразу. И, значит, я буду... Это что? Это вход. Вот. Я буду сюда заходить. Но через трансформатор. У нас плоская стена. Идеально. Сейчас вот тут и станет. Я буду заходить туда. Но заходить буду через трансформатор. Потому что... Сколько он? Ну, в принципе, надо глянуть потребление. Если я сейчас кину большой кабель. Батарея. Такая батарея. Сколько она потребляет? Power capacity. Это у нее объем энергии, который она может накопить. 3,6 мегаватта. На выходе able to store up 36 тысяч ватт. Это что, 36 мегаватт может выпустить? Или 36 мегаватта? 36 мегаватта. Может сохранить 36 мегаватта. Предлагает использовать моток силового кабеля. Короче говоря, надо через силовой кабель с ней работать, потому что очень емкостная и у нее большая пропускная способность. Может прям бабахнуть. Не, ну я могу, конечно, поставить сюда трансформатор большой. Критический уровень заряда. Он не будет пускать прям сразу все. Надо ли это делать? Генератора прям туда и
Не знаю, я боюсь. Боюсь, лопнет. Еще один трансформатор сделаем. Железа не хватает. Да, да, мне железа не хватает. То его было много, теперь его практически нет. Говорится, то густо, то пусто. Пойду накопаю, что делать? Пускайте меня. Где-то здесь видел недалеко. Как обычно, вам под музыку, а я покопаюсь. В общем-то, я и покопался, немножко нашел железо и больше ничего не брал. Я маяк не включил, я боюсь, что по темну возвращаться потеряюсь. Будет горе. Буду потом блукать в ночи, пока не угадаю, где моя база. Так, разжигаем. Быстро, быстро разжигаем и плавим железо. Раз. О, поехали. Критический уровень обезвоживания. Чушь, да? Сейчас попьем. Так, а что у нас с температурой? У мира есть объем в литрах. Интересно, это прямо здесь и сейчас или, в принципе, на квадраты разбито? Плавил? Поплавил. Я, в принципе, это и хотел. Стываем. Быстро плавит, прям на ура. Так, так, наверх. Туда наверх. Форматор. Еще 3 штуки. Есть. Я там еще хотел поплавить, мне не хватало железа. Фекальный ветрогенератор я хотел. Я думаю, один. Не знаю, сколько дает, можно посмотреть.
Я так, наверное, не найду. Вот ветрогенератор. А это прям большой. Ну, на большой мне не получится. У меня электромагнит. Я другой делаю. Стоп, стоп, стоп. Ну, будет, посмотрим. Потом. Вертикальный ветрогенератор. Мгм. Ладно, с ним. Его. Шлем закрыл. На выход. Что я забыл? Листы забыл. Кем дальше городить? Огород. А, рано. Так, тут у меня, значит, выходит кабель силовой. Я его через генератор пропускаю, через трансформатор. От греха подальше. Да. Ну, можно было не делать. Прям здесь. Ну, короче говоря, я сюда загоняю, здесь принимаю. Здесь будет больше 5 киловатт, но не 50. Кабель выдерживает 50 максимум, насколько я знаю. Мне надо туда его вниз опустить. Загнать. Для этого надо стеночку сорвать. Положу ее пока вот там сверху. Генератор, кстати, прицеплю. Провалиться можно в стеночку, оказывается. Так, и генератор я прицеплю. И не думаю, что он прям сверхмощный какой-то, да? Но так, поставлю по центру. Пусть стоит, телепается. В любом случае хуже не будет. Он даже крутится при небольшом объеме. Да что я перепрыгиваю? Кучей ты. Из генератора с того мы тоже опустим кабель. Тоже силовой, пусть будет. Сюда. Надо будет всю внешнюю сеть на силовой кабель заменить. Просто хотя бы для того, чтобы она была понадежнее.
Хорошо, здесь заменил. Ну, вот это то, что я сейчас вот эту часть заменил, она не играет никакой роли в данный момент. Пока вот этот генератор не начнет потреблять больше 5 киловатт. Вернее, не генератор, а трансформатор. Как только он начнет потреблять больше 5 киловатт, вот этот кабель тупо перегорит. Поэтому я этот участок заменил. Дальше. Сюда мы заходим, первую батарейку. Выходим с нее. Наверх. Нам надо зайти вот сюда. Это же что у нас? Вход, правильно? Правильно. Я, наверное, по этой стороне зайду. Мы зайдем. Это выход, это вход. Что это? Это выход. Это выход. Значит, мы отсюда. Сейчас еще раз. Тут я захожу. Тут я выхожу. Я выхожу с нее. Иду сюда. Иду. Выхожу сюда и снова захожу. Вот. Тут я зашел и вышел. Вот тут вот между батареями я бы еще поставил трансформатор, потому что я боюсь, что где-нибудь добахнет. Может, я, конечно, перебдел. Как пойдет. Я пущу не больше 5 киловатт на всякий случай. В любом случае 5 киловатт это много. Уже много, да? Я вышел, зашел. И зашел сюда. То есть вот тут 5 киловатт. Значит, этот кабель может спокойно быть обычным кабелем. Можно как бы уже не бояться. Но я не буду оставлять хвосты. Я, возможно, пойду сейчас, наверное, сделаю еще один трансформатор и пущу снова на 25 киловатт. Он же 25 киловатт берет, да? Максимум. Сколько ты берешь? Я так долго буду крутить. Крутилочку. Низкий уровень воздуха в резервуаре. Да, 25 киловатт. То есть 25 киловатт такая скорость, ну это очень большая скорость. И сюда мы загоняем до 25 киловатт. А с нее во вторую выходим уже со скоростью 5 киловатт. Мощностью, да? С мощностью, не со скоростью. Поэтому я, наверное, сделаю сейчас еще один трансформатор, чтобы между батарейками ток перетекал быстрее. На случай, если мне там понадобится его как-то побыстрее зарядить. В любом случае база питаться будет от верхней батареи. Но суммарная емкость будет у обоих батареях. Так. Пустишь нас на базу? Должен. Значит, еще трансформатор. И один трансформатор мне понадобится для того, чтобы с батареей питать базу. База мне не питается больше, чем на 5 киловатт. И как бы надо ограничитель такой поставить. Я не знаю, будет ли ИБП ограничивать именно до 5 киловатт. Или не будет. Трансформатор точно будет. Так, а что у меня там с баллоном? У меня баллон, говоришь, полупустой. Кислородный. Критический уровень
воздуха в резервуаре. М, Критическое состояние бака отходов. Так. И у меня заход на базу. Вот перед этим ИБП у меня идет заход на базу. По сути, вот эти два кабеля. Надо сделать так, чтобы заход на базу был через трансформатор. В идеале. Вот эти два кабеля. Я их сейчас соединяю между собой. Давай сразу заменим участок на силовой. Вот. Дальше у меня будет трансформатор. В другую сторону, вот так. Так, вот у меня силовой кабель зашел. Теперь можно спокойно обычным кабелем заходить в питание базы. Все, отсекли. Теперь можно внешнюю сеть делать силовой, а внутреннюю обычной. Я это так понимаю. Что там мой баллон? Да? Так, открываемся. Пойдем ковыряться. И мне сейчас здесь не пропускает. Да поставим здесь 4950. Так, на всякий случай. Зазорчиком. Теперь наша база в безопасности. Набираем электричество, там солнечные панели включились. Ай, выходим на улицу. Так, здесь у нас надо ограничитель поставить. Я, по крайней мере, планировал. Между... Вот так, да? Большой. Его сразу ставим на 25 киловатт. Можно включить. Здесь можно включить. И нижнюю батарею я сейчас никак не включу. Там генератор стоит. Генератор, в принципе, можно и подвинуть. Даже не подвинуть, а просто временно приподнять. Вот. Приподнял, включил. Мне это один раз надо. Генератор на место вернул. Вот и готово. Теперь вот батареечка уже заряжается от солнечных панелей. Прямо сейчас. Прям в данный момент. Пошел заряд. Да. Пошел заряд. Верхнюю мы тоже сейчас включим. И с нее сразу пошла энергия в верхнюю. Все помалу-помалу дозаряжает. Теперь сеть. Надо выйти отсюда. И выйти грамотно, выйти через трансформатор. Так, так, так. Здесь вроде бы все зашел, что хотел. Тут у нас будет стекло. Попадаю или мне еще надо? Ну, это внешняя красивая белая стена.
Вот это внутреннее, которое окно. Как мне её- Высокий уровень голода. Да, знаю, что уже кучится. Пластиковые листы. Угу. Вон о чем. Ладно. Низкий заряд. Низкий заряд, уровень голода. Сразу. У нас здесь солнечные панели. Они сразу идут на базу вот там снизу. А мне надо, чтобы на базу шло все через батареи. Эта задача усложняется тем, что... Чем она усложняется? Да всем. Покушаем пока. Ух ты, ящик закончился. Всё. Еще один ящик, и в нем 6 батончиков. Так, значит, думай быстрее. Нам надо вот этот вход с батареей иметь, а не с солнечных панелей. М, Что мы можем сделать? Закрыть. С потолка сейчас сорву листы для того, чтобы видеть, что там Низкий уровень происходит. кислорода. Низкое Ой-ой-ой. давление. М, Критический уровень кислорода. Всё, Критический выжил. уровень давления. Давай, откачивай быстрее. Окей. Дверь же хватит закрыта, ну конечно. Ветер такой пошел. Окей. Значит, нам надо зайти в дом. Трансформатор через батарею. Вот с этой батареи. Вот с этой. Я могу вот сюда наверх пойти. Это будет красиво. Достаточно красиво. Вот, я могу пойти наверх. Зайти вот отсюда. Вот, я здесь зашел, да? Могу зайти. Здесь я могу сделать поворот, наверное. Мне для этого надо повернуть вот эти панели на ту сторону, на обратную. Там их соединить. Сейчас так и сделаю. Перекину панели на ту сторону. Так. Главное, без паники. Всё получится. Так, входим. Зашил. Дверь зашил, дверь открыл. Здесь я... Да, правильно. Тут силовой кабель. Вот эту панель надо на ту сторону повернуть. Две панели. Раз, два. Раз, повернуть.
ковырять. Как она там была? Что мы вот этот кабель отковырнем. На место соединитель бросим. Вот. Здесь у нас соединено все. Этот мы соединим с основным силовым. Что-то где-то взорвалось. Вот я как знал, что что-то где-то обязательно взорвется. Этот. Чем ты там диктовал? Ладно. Спокойно. Так, солнечные панели. Обещаем их к жизни. Не будем в солнечную панель утыкаться. Туда развернем. Мы перейдем. Я устроил замыкание. Так. Вот это мы панель соединили, ту соединили. Сейчас разберемся, где там замыкнуло. Окей, вернули к жизни панели. И вот этот силовой кабель, он заходит сюда. Здесь у нас трансформатор. Ходит с батареи. Батарея верхняя, вижу, не работает. Не моргает. И тут у нас есть уголок, который нам... Так. Идем теперь дальше. На улицу. Открыл. У нас сейчас напряжения нет. Совсем никакого, судя по всему. Наш силовой кабель. Нижний весело моргает, верхний нет. А, вот он и перегорел. Че перегорел? 25 киловатт пошло? Что? Вот перегорел. Интересно. В нескольких местах прям сгорел кабель. А, кабель закончился, да? А его там сгорел. То что такое? Кабель такой. Ну, наверное, вот как раз в угол шел кабель, который я уже повернул. Так.
Везде. Как он так интересно у меня? Ну, наверное, потому что я зашел кабелем отсюда и оттуда, и два входа, два выхода получилось, и что? И бахнуло. Я думаю так. По крайней мере, не знаю, как это по-другому объяснить. 3 работает. Посмотрим сейчас. Так, бахнем. Где ничего не сгорело. Я уже сгорело. Тут пора мосты какие-то строить уже. Так, что мы имеем? Давай смотреть. Что это такое? Это навигатор, мне надо сетевой анализатор. Без сетевого анализатора я ничего не сделаю. Пошел заряд, хорошо. Пошел заряд в нижнюю. Я не вижу, чтобы шел заряд в верхнюю. Возможно, где-то здесь кабель перегорел. Ну да, он торчит. Ну-ка, подожди-ка. Пустишь меня в дом? Давай. Так, мне надо еще кабель. А где-то я что-то не учел. Перемоточка, но мало будет. Делай еще. Надо, наверное, этих предохранителей поставить, потому что я по-любому где-то еще что-то сожгу и буду потом искать. Кстати, а может силовой кабель? Найду, да? Сколько он держит? 100 000 ватт. Это 10 мегаватт, да? Или нет? Такое 100 000 ватт. Посмотрим. Так, а 100 000 ватт это 1 мегаватт, что ли, что? Что-то я как-то это... Максимальная мощность 100 000 ватт. 0,1 мегаватта. А киловатт здесь сколько? Здесь 100 киловатт получается. Может, поэтому он и перегорает? Я 25 000 пустил. М. Ну, здесь же написано 100 000 ватт. Правильно? Значит, 100 киловатт. Ну, не 5 киловатт, уже 100 киловатт. Ладно. Батарейка села. Батарейка села.
киловатт. Ну это тогда объясняет, в чем проблема. Сразу говорит мне, что вот тут надо... Здесь 25 киловатт. Кабель держит 100 киловатт. Проблема. Не знаю. Просто не знаю. Может, из-за закольцованности все-таки. А тут заряд пошел. Прям нормально пошел, хорошо пошел. С батареи в батарею. И здесь напрягся трансформатор. Здесь заряжается. Должно заряжаться вот так, да? Если я еще нагнетатель включу этот угольный, бодренько пошел заряд. Да, видимо, я соединил две сети входящие. Хотя вот если там, не знаю, делаешь прям цепочку из кабелей, ничего ж не случается. Критический уровень заряда. Так, теперь у меня критический уровень заряда.